30 лет назад в городе Любляна весь мусор отправляли на свалку. Теперь это выглядит совсем по-другому. За это время состоялась настоящая мусорная революция. Любляна уже получила награду «Зеленой столицы Европы». Как им это удалось? Тут 3 важных момента. Сортируют очень хорошо. Придумали, что делать с остальным мусором. Научились изначально производить меньше мусора. Команда BBC съездила в Словению посмотреть, как все это работает на практике. В Любляне тщательно отсортировывают мусор. И как? Начинающих количество разных мусорных контейнеров может обескуражить. Здесь у нас биоотходы, здесь у нас эмбаллажи, то бишь упаковка. Алексей переехал сюда из России 7 лет назад. Получается 5 разных контейнеров. 5 разных видов. А когда вы сюда приехали из России, это был большой шок? Честно говоря, это было настолько неожиданно, когда мы видели перед собой 5 разных контейнеров. Мы очень долго определялись. Мы даже себе распечатали с интернета брошюрку и повесили перед ними, перед контейнером первый месяц, чтобы не путаться. Потому что по привычке рука тянется выбросить в ближайший ящик. Сейчас мы уже настолько к этому привыкли, что совершенно автоматически выбрасываем мусор в те контейнеры, которые нужны. А если кто-то против или не хочет играть в игру и просто все выбрасывает там все остальное, что происходит? Сначала его предупреждают. Если и тогда человек не понимает, то тебе просто приходит бумажка со штрафом, и 200 евро ты платишь штраф. Это как с правилами дорожного движения. Ты можешь нарушать и не соглашаться, что здесь есть ограничение 130. Ты можешь ехать 170, но тогда извини меня, пожалуйста, заплати штраф. Результат – жители Любляны отправляют на переработку около 70% мусора. Даже в центре горожане должны сортировать мусор. А поскольку тут места меньше, то если хочешь выбросить пакет с мусором, который не подлежит переработке, то каждый раз заплати за удовольствие 1 евро. Но даже содержание этой мусорки не отправляют на свалку. Под моими ногами 24 метра мусора. Это бывшая свалка. Ее закрыли, так как в Любляне сократили количество мусорных отходов на 80%. И во многом благодаря тому, что появилось вот это. Это мусорный центр РЦЕРО. Его разработали благодаря помощи Евросоюза. Помимо мусора, который подлежит переработке, каждый год на этот завод доставляют еще и 170 тысяч тонн общего мусора и биоотходов. We receive biological waste, which is being treated. We extract biogas from it with anaerobic fermentation without oxygen. And on the second hand, we treat it aerobically as well and get compost as the final product. The compost is of the very best quality possible. Wow, look at that. Компост отправляют на нужды сельского хозяйства, а метан, который получают, хранится в этом огромном шаре. Он снабжает весь завод энергией. Излишки электричества перекачивают в национальную энергосистему. Но пользу получает и от общего, неперерабатываемого мусора. So what comes here is the waste that wasn't separately collected at households. And what we do here is actually sort out all of the materials that are still useful, of course. There are still some recyclables inside, like different types of plastics, metals, and so on. So we pull those out. We pull also out the part for landfilling, which is now a very small amount. It's just rocks and bones and fragments. It's less than 5% of the mass that comes here. What we sort out here as calorific material or alternative fuel, it is called. We actually send these materials to the facilities that we know of, like cement factories, to use them instead of fossil fuels. So it gets transformed into something useful instead of landfilling
this kind of material. Вот как выглядит это мусорное топливо. На заводе РЦЕРО уверяют, что компании, которые используют такое топливо, отфильтровывают СО2, производимый при его сжигании. Но все же здесь признают, что до идеального решения еще далеко. At the moment, there is no technology which enables to material recovery of all waste collected. So there is a need to pass one part of the waste to thermal use, let's say, to produce heat and electricity. And of course, we are not talking about waste or rubbish, but we are talking about resources. When all the waste went to the landfill, we were losing all resources. It costed a lot. Ljubljana is the first European capital that committed to being zero waste. What does that mean in practice? Oh, that's a very good question, because it might be very confusing. You know, people just think that we will wake up one day and there will be no waste. But in fact, zero waste means no waste for the landfills and no waste for the incineration plant. There is no possibility at the moment, but you know, it is a path, it's a goal. Чтобы сократить до нуля количество мусора, который отправляется на свалку, жителям Любляны пришлось изначально производить меньше мусора. Им это удается. За последние годы они сократили количество мусора от каждого человека до 115 килограммов в год. Средний москвич, если сравнить, производит около 300 килограммов мусора. В Лондоне эта цифра еще выше. It's about how we use the natural resources, it's how we design the products, how we produce them, how we transport them, how we repair them, how we recycle them, and then we come to the waste. So the waste is at the end. Now we are focusing on waste prevention, reuse and recycling. The citizens would like to have more shops without packaging, so one of the alternatives is our vending machine Baird, which is selling shampoos, oil, vinegar, so local products, ecological products for competitive prices. Любляна придумала свой способ бороться с мусором. И до какой-то степени они победили. Но тут говорят, что слепо копировать славянский подход в другом, более крупном городе, Москве или Лондоне, не получится. Им предстоит придумать свой собственный путь.